В эфире программа «Детектор лжи». И с нами играет Анастасия Волочкова. Настя, мы отобрали для вас 21 вопрос. Если вы честно ответите на все вопросы, вы можете забрать с собой 1 000 000 рублей. Если вы отвечаете нечестно, весь ваш выигрыш сгорает. Вы поняли правила? Да. Это ложь. Правильно говорит не ложь, а клади. Это правда. Все, теперь давайте я вода. Нет, Настя, вы проиграли. И по нашим правилам должны уступить место следующему игроку. Уступить место? А он что, пассажир с детьми, инвалид или беременная женщина? Настя, это же не автобус. Ну и что? Уступать везде нужно. И в автобусе, и в троллейбусе, и в метро, и в самолете. Нет, в самолете не нужно. Там же я билет покупаю. Тогда, получается, и в автобусе уступать не нужно. Я же там тоже билет покупаю. Как же все-таки тяжело быть и вежливой, и красивой. Это капец. А я напоминаю, что это программа «Детектор лжи». А потом я негра по Красной площади гонял. Это правда. А после говорят, что вы танцевали на столе с макакой. Чего-то я такого не помню. Это правда. Ну, конечно, правда. Я всегда только правду говорю. Это ложь. Это правда. Это правда. Это ложь. Он меня запутал. А вот и неправда. А я напоминаю, что это программа «Детектор лжи». Сергей, вы когда-нибудь сами прочищали пыльник в карбюраторе? Я ни слова не понял, что вы сказали. Это правда. Вы когда-нибудь работали болгаркой? Кем? Это правда. Продолжаем. Ходят слухи, что вы гей. Это правда. А ну, слезь с меня. Ой-ва! А я напоминаю, что это программа «Детектор лжи». Пришла пионер-вожатая, подула мне на болячку, помазала ее зеленкой, поцеловала меня в щеку и ушла. По женщинам все. Это правда. А я напоминаю, что с нами играет Григорий Перельман. Григорий, правда ли, что в вашем доказательстве вы использовали необобщенную гипотезу о том, что всякое односвязанное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере? Да. Я не знаю. Скажите, деньги имеют для вас значение? Да. Это ложь. Вот шельман, идиота кусок, деньги ему не нужны. А я напоминаю, что это программа «Детектор лжи». И с нами играет президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Итак, Кирсан Николаевич, вопрос. Вы когда-нибудь видели инопланетян? Да, конечно, видел. Это правда. Следующий вопрос. Инопланетяне были настоящие? Да, самые настоящие. Это ложь. Кирсан Николаевич, а как они выглядели? Они были такие маленькие, могли поместиться мне на ладонь. В желтых комбинезончиках и забавных таких лакированных штиблетах на всех 5 ногах. У них длинные пальцы с присосками и фасеточное зрение. Они уменьшили меня лучом из бластера и пригласили в свой космический корабль для обмена информацией о наших планетах. Это, между прочим, президент Калмыкии. А я напоминаю, что это программа «Детектор лжи». Это правда. 100 рублей заработал. Евгений Ваганович, это был первый простой вопрос
Вам осталось правдиво ответить еще на 20. Готовы ли вы это сделать на глазах у вашей жены? Готов, конечно. У меня от Леночки секретов нет. Это ложь. Вот паразит! Леночка, успокойся. Нам с тобой совершенно не нужны скандалы на телевидении. Это ложь. Ишь ты паршивец! А ну давай мои деньги за последний концерт! Я ухожу! Я их еще не получил. Это ложь. Ну, в смысле, у меня их уже нет. Это правда. Ах ты шпингалет недоделанный! Пока я людей на концертах смешу, Это ложь. ты со своими имбецилами из кривого зеркала дурью маешься! Леночка, ну зачем ты так про них? Они же люди. Это ложь. Так, ты, дурила из Нижнего Тагила! Лена, успокойся. Я тебе сейчас успокоюсь! Я тебе сейчас такую юрмалину устрою! Ох! Эх, что за жизнь-то у меня такая? Почему мне вечно приходится вести программы, где люди ругаются, ссорятся, врут? А так хотелось бы вести какую-нибудь телепередачу на канале «Культура». Это ложь.